Добрый день, уважаемые подписчики, друзья, коллеги, юристы и все, кто неравнодушен к реальной справедливости и не готов мириться с имитацией защиты в резонансных уголовных делах. Я Валерий Табаков, юрист, с максимально жестким и подробным разбором ситуации по делу Вячеслава Зинченко, обвиняемого в умышленном убийстве Ирины Фарион по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Это дело уже давно превратилось в лакмусовую бумажку, показывающую, насколько система готова к объективности, а защита к реальной борьбе. Сегодня я расскажу о финале моей попытки добиться независимой проверки возможной фальсификации ключевого доказательства, той экспертизы, которую мы условно называем экспертизой на стуле номер 1. Это не какая-то мелочь, это один из краеугольных камней обвинения, на котором держится вся конструкция прокуратуры. Я подал официальное заявление в Центральное ГБР, Государственное бюро расследований в Киеве, как сообщение о возможном уголовном преступлении – фальсификации доказательств. Я просил возбудить производство, внести в ЕРДР, провести проверку. Вместо этого Киевская ГБР перекинула материалы во Львов, а Львовская ГБР отправила их прямо в прокуратуру и полицию Львовской области, тем самым органам, на чьих следователей и экспертов я и указывал как на возможных нарушителей, преступников. И вот, друзья, результаты этой, так сказать, проверки. Сейчас я зачитаю ключевые фрагменты официальных ответов, чтобы вы сами услышали весь цинизм этих отписок. Итак, ответ прокуратуры Львовской области получен мною вчера, 5 января 2026 года. Вот этот ответ. Зачитываю. Ваше обращение рассмотрено в настоящее время по обвинению Зинченко. Осуществляется судебное разбирательство в Шевченковском районном суде города Львова. Доказательства оцениваются судом по внутреннему убеждению, статья 94 УПК Украины. Оснований для внесения сведений в ЕРДР по статье 372 Уголовного кодекса Украины фальсификация доказательств не установлена. И второй. Ответ Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Практически слово в слово. Вот этот ответ. По результатам проверки установлено отсутствие состава уголовного правонарушения. Суд самостоятельно оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению. Оснований для возбуждения дела не усматривается. То есть люди, на которых жалуются, сами себя оправдали за 2 недели, не проводя никакой реальной проверки. Это не просто формализм, это демонстративное нежелание даже имитировать объективность. И это при том, что конфликт интересов здесь кричащий. Жалобу на возможную фальсификацию доказательств пересылают тем, кого обвиняют в этой фальсификации. В нормальной ситуации следующим логичным шагом должно стать обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ. Именно оно уполномочено расследовать преступления должностных лиц правоохранительных органов, если есть признаки коррупции, злоупотребления властью или служебного подлога. Но я прекрасно понимаю, что ни адвокаты, ни группа поддержки этого не сделают. Адвокаты Сулейма и Вороняк и группа поддержки под руководством Татьяны Мусихиной, потому что это требует реальной работы, риска, настойчивости, а не красивых слов в соцсетях. И здесь я, друзья, перехожу к самому болезненному. Адвокаты Игорь Сулейма и Владимир Вороняк, получающие деньги из собранных на защиту средств, вместо жесткой процессуальной борьбы продолжают кормить Зинченко, его родителей и Татьяну Мусихину сказками о том, что все будет хорошо, что доказательств нет, что суд разберется. Они систематически отвергают любые предложения по реальным действиям, повторным экспертизам, жалобам в НАБУ, фиксации нарушений и при этом позволяют себе публично и приватно называть мои предложения некомпетентными. Это, друзья, не защита, это имитация, это преступная халатность, граничащая с предательством интересов подзащитного. Пока они успокаивают всех сладкими речами, драгоценное время уходит, возможности для эффективной защиты сгорают, а обвинительный приговор становится практически неизбежным. Родители Зинченко и Татьяна Мусихина вместо того, чтобы требовать от адвокатов конкретных действий и отчетов за потраченные деньги, предпочитают жить в иллюзии, что достаточно футболок с надписью «Невиновен», постов в Телеграм, эфиров в ТикТок, криков «Волю!» под судом. Они не хотят слышать неприятную правду. Не хотят признавать, что пассивность защиты ведет прямо
к пожизненному сроку для их сына и подопечного. Это слепота, которая граничит с соучастием в собственной трагедии. Я повторяю, с полной ответственностью и жесткостью. При такой защите Вячеслав Зинченко будет признан виновным по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Точка. Никакие футболки, никакие уверения Сулеймы и Вороняка, никакие крики «волю» этого не изменят. Пожизненное лишение свободы станет реальностью, потому что никто из тех, кто должен бороться, не хочет или не способен это делать по-настоящему. Раньше я помогал активно, готовил заявления, анализировал материалы, консультировал, потому что другая часть группы поддержки проявляла реальный интерес к борьбе. Сейчас этого интереса нет. Группа под руководством Сулеймы, Вороняка и Мусихиной выбрала комфортную позицию. Громкие слова, сборы на атрибутику, но ноль реальных юридических ударов по слабым местам обвинения. Поэтому я окончательно и бесповоротно прекращаю любые свои действия в этом направлении. Я сделал больше, чем обязан был сделать как независимый юрист. Дальше пусть отвечают те, кто берет деньги и дает пустые обещания. Я продолжу следить за процессом в Шевченковском суде Львова. На момент этой записи, январь 2026 года, арест продлен, заседания идут, но без радикального изменения подхода защиты финал предрешен. Это пожизненное для Вячеслава Зинченко. Спасибо тем, кто смотрит, комментирует и ищет правду. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео. Пишите в комментариях, если у вас есть информация или вопросы. Я их прочитаю. До новых встреч. И помните, правда не приходит сама. Ее вырывают в бою. С вами был юрист Валерий Табаков.